Глава 1066. Боевой демон Цзилун. С пальца Лин Лун исчез кристаллический свет, когда увидела изменение внешности демона. Она повернулась к Хань Ли и закричала серьезным тоном: демон использовал технику, чтобы насильно достичь пика своей силы. «Если ты не дашь мне котел, мы все умрем». Не успела она прокричать это, оглушительный грохот сотряс черный туман, и густая полоска черного света направилась к мастеру Хейда. Он тревожно взмахнул мечом парящих небес, выпуская бесчисленные полосы желтого света, чтобы заблокировать атаку. Но все было напрасно, поскольку демоническая ци свирепо окутала трехголового демона, и он сразу же исчез. Поскольку взгляд старика все еще был сфокусирован в направлении атаки, над ним в неизвестный момент времени беззвучно появилась черная полоса. Имея опыт множества сражений, мастер Хейда мгновенно отреагировал, как только почувствовал демона. Он быстро взмахнул мечом позади себя, затем метнулся в сторону в виде полоски света, пытаясь убежать. Левая и правая головы гигантского демона ухмыльнулись при виде этого и раскрыли свои пасти, выпустив два луча черного света, растворив ци меча, которую ранее выпустил мастер Хейда, с легкостью одолев ее. Барьер, который мастер Хейда создал из своего 8-триграммного зеркала и нефритового орнамента, быстро растаял, оставив его совершенно беззащитным. В страхе мастер Хейда дико взмахнул мечом парящих небес во всех направлениях, окружая себя слоями ослепительного света. Желтый свет вспыхнул в черном взрыве, полностью исчезнув. Мастер Хейда успел вскрикнуть, а затем его голос был полностью заглушен. Черный свет задержался в воздухе после удара по телу, испепеляя его зарождающуюся душу и ее магические сокровища, пока они не были полностью уничтожены. Другие при виде этого были совершенно ошеломлены. Мастер Хейда сражался на протяжении всей битвы, чтобы встретить такой внезапный конец. Теперь, когда они могли ясно видеть силу трехглавого дьявола, они почувствовали, как в их жилах застыла кровь. Похоже, это была трансформация женщины в черных доспехах. Прямо сейчас она была 12 метров в высоту, и ее средняя голова выглядела так же, обладая ее первозданной красотой. Две другие головы были размером с бочку, выглядев как угольно-черные волчьи головы. Большая часть ее тела была покрыта доспехами с черным мехом, не оставляя ни единого участка ее тела без защиты. Все 6 ее рук были покрыты угольно-черными чешуйками. Хотя у них не было оружия, у них были острые когти, сияющие холодным черным светом. Будь то ее внешность или жестокое убийство мастера Хейда, оба эти фактора приводили остальных в ужас. Несмотря на огромную жизненную энергию, которую она поглощала своими действиями, две ее волчьи головы все еще выглядели хорошо, но ее человеческая голова была совершенно бледной, а фиолетовый свет, сияющий в ее глазах, стал почти тусклым. Кроме того, два крылатых воплощения ее демонической ци, которых она изначально выпустила, исчезли после появления трехголового гиганта. Вероятно, она не смогла поддерживать их после своей трансформации. Когда остальные увидели, как демон ослабел, они переглянулись между собой и быстро возобновили нападение. Как бы ни был страшен демон, они не хотели бездействовать и стоять в стороне. Малиновый, серебряный и красный свет окутывал демона непрерывным заградительным ударом, не оставляя существу ни минуты передышки. После своей предыдущей демонстрации силы трехголовый демон, казалось, был не способен предпринять еще одну атаку и мог только выплевывать глотки черной ци и размахивать руками, чтобы силой блокировать свои атаки. Что-то не так. Лин Лун закричала с беспокойством. Затем ее тело расплылось и появилось над алтарем в окружении демонической ци. Она посмотрела вниз на демоническую ци внизу и, изучив колонну с минуту, подняла бровь. Затем, окутав себя кристаллическим светом, она нырнула под алтарь. Хань Ли был несколько удивлен этим. Ранее он мог отказать от Лин Лун, потому что она не может напасть на него. Он все еще мог слабо ощущать существование артефактного духа внутри своих летающих мечей. Казалось, что после того, как обе души слились воедино, результатом стал все еще его артефактный дух. Хотя духовное чувство Лин Лун было невероятно сильным, и он не контролировал ее, он не боялся, что она нападет на него. Если бы она действительно ранила и убила его, кто мог знать, что произойдет? В конце концов, часть ее души — это его артефактный дух. Это было обстоятельство, которое мало кто мог понять. Теперь, однако, Лин Лун полностью отказалась от своего стремления к котлу, и Хань Ли был озадачен и перевел свой взгляд на черную дьявольскую ци, обвивающую алтарь. Он нахмурился, когда его глаза духовного прозрения не смогли разглядеть сквозь нее. Он посмотрел на трехголового демона, занявшего оборонительную позицию, а затем взглянул на колонну, слабо сияющей духовным светом. Внезапно он что-то понял, и мысль сразу же мелькнула в его голову. Он тут же хлопнул в ладоши, вызывая рев молнии на кончиках пальцев.
Как только дюжина вспышек золотой молнии соскочила с кончиков его пальцев, и все они ударили по дюжине столбов черной ци, которые приняли форму. При каждом ударе вспыхивал золотой свет и гремел гром, немедленно испаряя черные столбы без какого-либо сопротивления. Все культиваторы были в шоке от этого. Примерно в тот же момент из-под алтаря раздался ледяной голос Лин Лун: «Юань-ча, твоя истинная сущность была здесь». «Хе-хе, мое искусство воплощения небесного демона довольно хорошо, не так ли? Его способности достаточно высоки, поэтому я использовала эту технику на нем, но поскольку я могу лишь на короткое время вселить в него совершенную демоническую ци, он не смог превратиться в настоящего трехглавого боевого демона Цилуна. Тем не менее, в сочетании с моими воплощениями и демоническими доспехами, мощность его удара может сравниться с культиватором стадии божественной трансформации. Жаль, что у меня ограниченный запас совершенной демонической ци, иначе бы я убила всех вас». Те, кто сражался с трехголовым демоном, перестали атаковать, услышав это. В этот момент черная ци нахлынула на демона, из-за чего его головы изменились. Средняя голова превратилась в лицо рогатого человека, глаза которого мерцали красно-фиолетовым светом. Его лицо явно принадлежало эксцентрику с большой головой. Что касается двух других голов, они принадлежали к крылатым воплощениям демонической ци. Все три разные сущности были насильно объединены. При виде этого жуткого зрелища даже опытные культиваторы были потрясены и замедлили свои атаки. Проявив свою истинную внешность, средняя голова вскрикнула, а на лице появилось хмурое выражение. Черные доспехи на его теле сильно увеличивались в размерах и полностью покрывали его тело и головы. В то же время он взмахнул 6 руками, собрав в каждой руке 2 черных сабли, 2 копья и 2 меча. Демон зарычал с намерением убить, а затем набросился на культиваторов. Тем временем демоническая ци, окружающая алтарь, разразилась приглушенным эхом, сопровождаемым звуками взрывов. «Юань-ча, что, по-твоему, ты делаешь?» — яростно закричала Лин Лун с алтаря. «Если я могу уничтожить печать, моя миссия будет выполнена. Без какого-либо вмешательства со стороны мира духов этот мир вскоре будет испорчен совершенной демонической ци, и пройдет совсем немного времени, пока он станет частью священного царства нашей расы». Раздался смешок, и демоническая ци поблизости внезапно ворвалась на алтарь. Затем ближайшая демоническая ци полностью исчезла, оставив на виду только женщину в черном, фрагмент души Юань-ча. На ней больше не было демонических доспехов, но она держала в руке шар черного света размером с кулак. Шар сиял черным светом, колеблясь в размерах. При ближайшем рассмотрении он, казалось, сиял как радуга. Похоже, в нем была вся демоническая ци, которая была поглощена несколько минут назад. Когда Хань Ли увидел это, в его голове возникла мысль. Он внезапно вспомнил радужный свет духовного павлина, который был собран главной душой Юань-ча. Неужели это он и был? Вокруг женщины в черном задрожала демоническая ци, и она стала повторять заклинание, сделав странный жест одной рукой. Над ее тело слились воедино свет и тень. Фигура Лин Лун грациозно всплыла в сторону алтаря. Она смотрела на небо с выражением яростной тревоги. Хань Ли проследил за ее взглядом и обнаружил, что произошла удивительная перемена в противостоянии двух божественных духовных сокровищ. Форма питона на флаге превратилась в смоляную ветреную сферу размером с небольшое здание. В ней было бесчисленное количество черных вихрей, которые гипнотизировали тех, кто смотрел на них, не производя ни единого звука. Серебряные талисманы, выпущенные из формы лотоса Кипригеля 8 духов, исчезли в сфере, как только коснулись ее. С появлением черной сферы на небе и черной сферы в руке Юань-ча у Хань Ли появилось плохое предчувствие. Он не знал, что она задумала, но внутри двух черных шаров было ужасающее количество демонической ци и духовной силы. Он не мог позволить ей продолжать делать то, что она задумала. В мгновение Хань Ли принял решение и махнул ей рукой своей человекоподобной марионетки. Затем она выпустила глубокое черное мерцание в направлении шару черного ветра в воздухе. Глава 1067. Вихрь. Черная полоса, которую выпустила марионетка, была ножом, сделанным из алмаза дьявольской эссенции, самым последним из сокровищ в запасах Хань Ли. Через мгновение после того, как он был выпущен, он очутился перед гигантской сферой черного ветра. Как только нож вошел, и черные ветры ожили, и вихри внутри сферы начали искажаться, а поверхность шара стала заметно деформировалась. Испускаемое духовное давление стало хаотичным, как вулкан на грани извержения. При виде этого на лице Юань-ча появилась улыбка. Когда Лин Лун увидела это, она что-то вспомнила и вздохнула со слабой улыбкой. «Невозможно! Как один нож мог повредить флаг черного ветра?» — крикнула Юань-ча, не веря своим глазам.
Она не могла продолжать читать свое заклинание, поскольку сфера в ее руке была на грани разрушения и была вынуждена указать на черный шар в своей руке, ударив его серой печатью заклинаний. Ветер разорвал воздух, и черный шар дрогнул, направив луч света в огромный вихрь ветра над ним. Хань Ли изменился в лице, а его марионетка также выпустила печать заклинаний. Нож увеличился в размерах и стал вращаться внутри сферы, совершенно разрушив равновесие в ней. «Ты сам напросился». Женщина в черном разозлилась на его действия и протянула руку в направлении Хань Ли, уплотняя огромное духовное давление над ним. Сердце Хань Ли дрогнуло, и он хотел действовать, но Лин Лун действовала раньше. Она нежно взмахнула рукой в его направлении, в результате чего послышался мощный грохот. Коготь черного демона и белая рука столкнулись в воздухе, создавая сверкающий черно-белый свет и трещины разрывающегося пространства. «Ты забыла, что я тоже здесь?» Лин Лун улыбнулся, жестко уставившись на Юаньча. С холодным, как лед, выражением лица, Юаньча молчала. Она знала, что Лин Лун не имела физического тела и получила тяжелые травмы от своего первоначального «я», но она все еще была не тем врагом, с которым она могла легко справиться. «Кажется, понадобится время, прежде чем победа станет очевидной, поэтому я не могу больше откладывать это». Когда Юаньча увидела, что гигантская ветряная сфера вот-вот выйдет из-под контроля, она глубоко вздохнула. Затем ее фигура размылась, исчезая, как струйка дыма. Лин Лун на мгновение застыла, а затем резко все поняла. Она метнулась вперед своими серебряными волосами, стреляя в пустое пространство под сферой. Но до того, как появились ее серебряные волосы, черная ци внезапно уплотнилась, сформировав трехметрового черного волка с двумя головами. Волк был удивлен при виде того, как к нему летели серебряные волосы, но вскоре на его лице появилось презрение. Он тряхнул телом и выпустил шипы сверкающего черного меха со спины, словно стрелы. В момент столкновения атак в воздухе раздался оглушительный лязг. Волк использовал эту возможность, чтобы нырнуть прямо в ветреную сферу. Сфера сильно вздрогнула на мгновение, а затем полностью стабилизировалась. В то же время Хань Ли почувствовал, что черный нож замедлился, словно утонул в яме с дегтем. В своей тревоге он приказал марионетке направить всю свою духовную силу в нож, чтобы насильно призвать его. Но из сферы раздалось ледяное фырканье, и нож дрогнул, потеряв связь с духовным чутьем марионетки. Недолго думая, он хлопнул в ладоши и поднял их, выпустив в воздух два потока молнии толщиной в фут. Тем временем летающие мечи, кружившие перед ними, завибрировали, а затем грянули громом. Бесчисленные дуги молний запрыгали между ними и слились воедино в одного водяного дракона длиной 60 метров. Дракон танцующей молнии свирепо заревел, размахивая когтями и клыками. Как только дракон обрел форму, Хань Ли повелел ему атаковать гигантскую ветреную сферу. Его грандиозное и внушительное использование божественной дьявольской молнии не осталось незамеченным остальными культиваторами. Гигантская сфера черного ветра конденсировалась из чистой демонической ци. Если бы в нее ударила молния, она бы рассеялась, учитывая, что Юаньча не предприняла никаких дополнительных уловок. В настоящее время Лин Лун, оказавшись в тупике, сражаясь с черными шипами, ахнула, увидев молниеносного дракона. Хотя из воспоминаний Серебряной Луны у нее было некоторое представление о силе божественной дьявольской молнии Хань Ли, она впервые увидела это лично. Могущество молнии стало для нее шоком. Внутри сферы двуглавый волк с помощью прозрачного ила удерживал черный нож. Когда он увидел, что на него несется молниеносный дракон, его глаза окрасились в малиновый цвет, и обе его головы испустили лучи красного света. В мгновение две атаки столкнулись. Внезапно молния взорвалась, и воздух наполнился запахом крови. Кровь на какое-то время удержала молнию. Увидев красный свет, Лин Лун напряженно нахмурилась и яростно закричала: «Как ты смеешь так разрушать мое тело?» Малиновый луч был эссенцией крови волчьего тела. Вполне естественно, что его жертвенное использование разозлит его первоначального хозяина. «Почему я должна думать о теле с мертвым владельцем?» Усмехнулась Юаньча, но ее голос звучал намного слабее, чем раньше. Лицо Лин Лун исказилось от гнева, но вскоре она успокоилась. «Как высокомерно! Твое духовное чутье больше не находится на стадии божественной трансформации. Сможешь ли ты еще раз использовать флаг черного ветра? И если сможешь, сломает ли он печать? А разве ты не знаешь?» Юаньча посмотрела на шар света над алтарем и зловеще улыбнулась. Все это время она подпитывала сферу ветра демонической ци. Затем она привела в действие свой план. Огромная сфера ослепительно вспыхнула черным сиянием, и раздался громкий вопль. Все содержащиеся внутри вихри объединились в один 30-метровый вихрь, мерцающий ярким светом. Двуглавый волк в центре выдохнул черное сияние на маленький черный флаг.
Вскоре после этого вихрь испустил удивительное духовное давление, за которым последовали облака радужного света. Когда свет пронесся по воздуху, он оставил следы пыли на своем пути, которые тут же были поглощены вихрем, увеличивая таким образом свою силу. Форма лотоса Кипригеля восьми духов, казалось, среагировала, и его свет потускнел, вернувшись к своей первоначальной форме маленького зеленого Кипригеля. Затем с криком он вызвал вокруг себя 8 призраков своих духовных зверей и без малейших колебаний бросился в туман. Лин Лун изменилась в лице и сжала руку в жесте заклинания, выплюнув изо рта пластину звездного отражения. Затем она указала на нее, и пластина завертелась в воздухе, быстро увеличившись до 3 метров в ширину. Она прижала руку к верхней части пластины, вытянув пальцы, и из ее тела вырвался кристальный свет. Затем на поверхности пластины засиял золотой звездный свет и вытянулся из ее центра. Когда двуглавый волк увидел черный вихрь, он с отвращением посмотрел вниз, как будто в его действиях было презрение. В этот момент большое количество белого света вошло в сферу, заставляя пространство вокруг нее искажаться, как помятая бумага. Чем ближе к вихрю была область, тем сильнее искривлялось пространство. При виде этого Хань Ли почувствовал, как его дыхание похолодело. Повидав в прошлом множество мощных пространственных щелей, он тут же размылся в воздухе, отступая в пространстве так далеко, насколько мог, а его марионетка последовала за ним. Сделав это, он также отправил несколько голосовых сообщений. Гуй Лин и Линь Инпин внезапно нахмурились, застряв в сражении с трехголовым демоном. Они внезапно отступили к задней стене площади. Трупсюн и Даосист Цзы также слышали разговор Юань Ча и Лин Лун. Глядя на странные изменения вихря, они поняли, что все изменилось в худшую для них сторону. Отступив от 2 женщин, они последовали их примеру и удалились в полосах света. Внезапно потеряв своих противников, трехглавый демон удивленно замер, но вскоре пришел в ярость и метнулся вперед, мгновенно очутившись перед даосистом Цзы. Он махнул своим оружием, насильственно остановив его продвижение взрывом черного света. К тому времени, когда эксцентрик с большой головой превратился в демона или в подобие высшего демона, он стал не особо умен. Взглянув на даосиста Цзы, он несколько раз моргнул и, не сдерживая своей магической силы, начал преследовать его, не давая ему уклониться очень далеко от алтаря. Сердце даосиста Цзы ушло в пятки при виде этого. Глава 1068. Черная дыра. В тот момент, когда пространство начало деформироваться вокруг гигантского черного вихря, пластина звездного отражения, наконец, начала проявлять свою мощь. Из центра пластины, пульсируя звездным светом, выскочило бесчисленное количество световых шаров размером с кулак, рисуя золотые полосы везде, где они проходили. Это напоминало падающие звезды, распространяющиеся по ночному небу. Двуглавый волк проигнорировал атаку и вогнал черный вихрь в еще большее безумие, заставляя его поглощать еще больше пятен белого света из окружающей среды и увеличивать степень сжатия. Но в следующий момент черный волк был поражен увиденным. Золотой звездный свет пронесся мимо вершины вихря, а не атаковал его. Я ошиблась. Это невозможно, как это может произойти под руководством духовного чутья. Волк был озадачен, но внезапно почувствовал что-то странное, и одна из его голов повернулась, испуганная увиденным. Другая голова волка произнесла серию заклинаний и выпустила еще одну волну радужного света из вихря, пытаясь изолировать золотой звездный свет от объединения. Но затем Лин Лун крикнула: «Уже слишком поздно! Я уже выпустила его!» Как только она сказала это, большая масса звездного света объединилась на расстоянии около 100 метров позади вихря, за которым последовало падение силуэта. Плавающий посреди звездного света, силуэт с недоумением огляделся. При виде этого Хань Ли был совершенно ошеломлен. Как он сюда попал? Это был Сян Чжили, пожилой человек с хитрым взглядом, который был запечатан объединенной душой Лин Лун и Юань Ча благодаря использованию фантазматического воздуха, когда он вошел на гору Куню. В то время объединенная душа могла использовать различные секретные техники как мира духов, так и царства высших демонов, что приводило к внушающей страх силе, сравнимой с культивацией на стадии очищения пустоты. Этого было достаточно, чтобы временно запечатать Сян Чжили в пространстве, отделенном от духовной ци. Что касается фантазматического воздуха, то это была древняя техника, давно утраченная в мире смертных. Она была чрезвычайно сложной, но могло временно запечатать кого-то внутри пространственной щели. Щель не могла существовать слишком долго и не могла быть введена извне. Эта техника также носила несколько других имен, таких как завеса печати бессмертного или кошмарная тюрьма. Конечно, эффективность техники зависела от уровня культивации как цели техники, так и ее заклинателя.
Если бы низкоранговый культиватор попытался использовать ее для захвата высокорангового, то это, скорее всего, привело бы к неприятным последствиям. Кроме того, технику можно было разрезать режущими магическими сокровищами, чтобы силой разорвать пространственную щель, или они также могли бы подождать, пока техника не истечет. Помимо нескольких особых обстоятельств, магическая техника была не очень полезна. В конце концов, даже если высокоранговые культиваторы использовали его для захвата низкоранговых культиваторов, но цели печати все равно могли легко вырваться из нее. Также не нужно напоминать о том, насколько слабый эффект получался в обратном случае. В результате, эту технику чаще всего использовали против культиваторов аналогичного ранга в правильно выбранное время, либо когда оказывались в затруднительном положении, чтобы использовать любые другие методы. Конечно, эти техники можно было использовать только тогда, когда кто-то находился на средней стадии божественной трансформации, что, вероятно, стало причиной того, что техника исчезла в мире смертных. Рассеяние самой техники также требовало огромного количества магической силы и сильного духовного чутья. Полагаясь на силу пластину звездного отражения, Лин Лун смогла насильно рассеять ее. Хотя Сян Чжили не понимал эту технику, он слышал несколько легенд, связанных с ней, и оставался в мирной медитации с тех пор, как был запечатан внутри. Малейшее движение, вероятно, заманило бы его в опасную иллюзию. Теперь, когда он был освобожден, он был в полной растерянности, словно только что проснулся. Он быстро огляделся вокруг с растерянным видом и прищуренными глазами. Затем на лицах двуглавого волка на мгновение появилось обиженное выражение, и он быстро выпустил 2 черных луча на флаг черного ветра впереди себя. Флаг дрогнул и выпустил бесчисленные черные нити, обвивающие вихрь со всех сторон. Вихрь уже сузился до 3 метров. Черные нити заставили вихрь остановиться, а затем он быстро сузился до сферы шириной в фут. Сфера представляла собой пустоту с пульсирующими в размере краями. Пространство вокруг нее искажалось так сильно, словно пустота поглощала его. Только божественное духовное сокровище пространственного типа, такое как флаг черного ветра, могло создать нечто столь грозное и немыслимое. Когда Сян Чжили увидел сферу, его лицо исказилось, и он закричал «Нехорошо». Он быстро выплюнул алый треугольный талисман. Он вспыхнул ярким адским пламенем, а затем принял форму зверя. Зверь выглядел чем-то средним между валом и тигром, с бронированным телом, 2 рогами и золотым пламенем, обвивавшее его. В тот момент, когда зверь появился, он вскочил в полоски золотого света и выстрелил в черную дыру. Тем временем тело Сян Чжили засветилось пурпурным сиянием, создавая барьер вокруг него и уставившись на копию черной дыры с напряженным лицом. Прежде чем огненный зверь приблизился к черной пустоте, Юаньча злобно взвизгнула от смеха. Сфера внезапно провалилась в воздух и несколько раз деформировалась, а затем переместилась в сторону алтаря. Она пульсировала так сильно, словно собиралась взорваться. Хань Ли видел, как в воздухе стало появляться бесчисленное количество тонких, длинных черных трещин. Трещины скрежетали и тянулись наружу, как молния. Издалека это напоминало огромное раздробленное зеркало. Лицо Хань Ли побледнело. Придется ли пройти через еще одну пространственную щель? Ранее это была пространственная щель на 8-м этаже пагоды подавления демона, которая активировала ограничение этажа, поэтому никакой реальной опасности не было, но на этот раз все было иначе. Нестабильные щели появились без четких границ, и из них мелькали нити черного света. Даже если ему повезет, и он будет поглощен достаточно большой пространственной щелью, что он сможет выжить, даже если ему посчастливится оказаться в маленьком пространственном кармане. Хань Ли взглянул на Даосиста Цзы, которого трехглавый демон прочно удерживал возле алтаря. Будучи самым близким к эпицентру этого бедствия, сквозь него прошла щель шириной 8 футов, полностью стирая его существование. Его зарождающейся души, хотя и сбежала из его разрушенного тела, была втянута в одну из больших пространственных щелей и полностью исчезла из этого мира. При виде этого Хань Ли внутренне выругался, когда несколько щелей двинулись к нему и окружили его. Издалека он также слышал жалкий крик Гуйлин. У Хань Ли не было ни времени, ни мыслей поискать другое место. Ему не оставалось ничего другого, кроме как попытаться сбежать живым. Он взял на себя инициативу встретить надвигающуюся пространственную щель толщиной всего в несколько дюймов, используя небесный котел. Не имея другого выбора, Хань Ли мог только надеяться, что котел будет достаточно прочным, чтобы противостоять разрушению пространственной щели. К его радости, котел просто загорелся лазурным светом и загудел при контакте с тонкой щелью, насильно блокируя ее. Затем он быстро размылся, летая вокруг щели. Хань Ли повернул голову и увидел несколько черных щелей, пронзивших то место, где он изначально находился, превратив его в непрерывную массу. Холодный пот покрыл его спину. Щели дрогнули и загорелись ярким черным светом.
Хань Ли поморщился при виде этого, и его сердце снова стало напряженным, но то, что произошло дальше, потрясло его. Когда черный свет ярко вспыхнул из щели, он удалился и снова появился, сжимаясь назад, как будто время возвращалось. В мгновение пространственные щели возле Хань Ли исчезли, как будто они были просто иллюзиями. Вздохнув с облегчением, Хань Ли внезапно вспомнил, что Гуйлин кричала, быстро направился ее искать. Он посмотрел туда, где она была изначально, но он не заметил. Сердце Хань Ли дрогнуло, и он заглянул своим духовным чутьем в пластину души демона, но пластина исчезла. Он вздохнул с сожалением и быстро сфокусировался на другом. Лин Ниньпин и Труп Сюн не добрались до него, но они не пострадали. Труп Сюн был окутан ослепительным малиновым светом, и выражение его лица было спокойным, что сильно контрастировало со смертельно бледным цветом лица Лин Ниньпин. Совсем недавно несколько щелей прошли по ней, так что ей повезло, что она осталась жива. Возможно, огромные способности бога-покровителя бесконечного неба тайно защищали ее. Глава 1069. Побег. Хань Ли лишь бросил взгляд на трупа Сюна и Лин Ниньпина, а затем снова сосредоточился на алтаре, стараясь скрыть нервозность на своем лице. Намереваясь уничтожить печать алтаря, фрагмент души Юаньча взорвал флаг черного ветра, окутав алтарь гигантской черной дырой. Хотя Хань Ли не мог видеть сквозь него, он чувствовал, что большинство каменных столбов, составляющих формацию заклинания, были разрушены. Хань Ли внимательно посмотрел на сверкающий черный свет, видя, как он быстро падает и внезапно исчезает, в результате чего его глаза расширились. Почти половина алтаря теперь отсутствовала, верхняя половина исчезла, как будто он был отколот. Теперь рядом с руинами алтаря в воздухе парил человек. Это был Сян Чжили, покрытый барьером фиолетового света, который вот-вот должен был разрушиться. Он был покрыт потом, и его лицо было смертельно бледным, как будто он сражался в интенсивной битве. Рядом с ним парили два предмета: пластина звездного отражения, которая кружилась в воздухе с золотым пастообразным барьером вокруг нее, и сломанная черная смоляная палка. Хань Ли вскоре узнал, что это маленький кусочек флага черного ветра. Большая часть божественного духовного сокровища была уничтожена во время взрыва. Его останки сверкали черным светом, как будто его духовная природа осталась нетронутой. Хань Ли оглянулся и не увидел никаких признаков жизни Лин Лун или черного волка. Пока он размышлял над этим, пластина звездного отражения выпустила туман золотого света из своей сердцевины. Лин Лун вышла из тумана и холодно посмотрела на остатки флага черного ветра, которые отразили атаку пластины звездного отражения, выпуская облако черной ци, быстро сгущающееся в 2-метрового волка высотой в метр. Мех волка был тусклым, а глаза вялыми. Сян Чжили изменился при увидев их двоих и несколько раз глубоко вздохнул. Его бледный цвет лица засверкал, и он без слов поднял руку, указывая 2 пальцами на волка. Из пальцев вырвались 2 порыва ветра, и одна золотая и одна красная полоска света мечей вырвались оттуда, расширившись в 2 небесных дракона, прикрывающих друг друга в атаке на волка. Сян Чжили действовал быстро. Хотя он был в неведении относительно того, что произошло, он был уверен, что волк, наполненный демонической ци, был тем самым демоном, запечатанным в пагоде. Он знал, что должен воспользоваться моментом его слабости, чтобы победить его. Волк нахмурился, видя атаку, и обе его головы наполнились лучами черного света, чтобы заблокировать свет меча, но было ясно, что они не равны по силе. Он исчерпал слишком много демонической ци, взорвав флаг черного ветра. Удивительно, но волк не испугался. Вместо этого он бросил зловещий взгляд на алтарь внизу и внезапно издал вопль, который мог разрушить даже металл. Вдали, наблюдая за всем этим, Хань Ли не поверил своим глазам. Остатки алтаря полностью рухнули, ничего не оставив. Тем временем из-под обломков вырвалась угольно-черная демоническая ци и быстро распространилась по всему. Нет. Печать была вскрыта. Испуганно закричал Труп Сюн. Выражение Лин Лун стало мрачным. Хотя Сян Чжили не знал о том, что произошло, увидев столько демонической ци, он сразу что-то вспомнил, и его лицо стало мрачным. Хань Ли, недолго думая, указал на огромный золотой меч, плавающий над его головой. Меч загудел и врезался в ближайшую точку пространства стены. Раздался оглушительный грохот, а стена засверкала ослепительным золотым светом, за которым следовал плотный поток малиновых стрел от лука громового огня марионетки, нацеленного на ту же точку. В мгновение эка стена задрожала, но было ясно, что этого было недостаточно, чтобы сломать ее. Лицо Хань Ли стало мрачным, и он взмахнул рукой, вызвав веер 3 огней, чтобы вызвать веер Трифлейм. Прежде чем он смог подготовиться к его использованию, золотая полоска и 2 белых полумесяца ударили в то же место, на которое он нацелился. Ошеломленный, Хань Ли увидел, что Труп Сюн и Лин Ниньпин очутились поблизости и атаковали стену быстрыми и тревожными ударами.
Они также знали, что их жизнь была в опасности. Независимо от их желаний, они должны были сохранить свою жизнь в первую очередь. Не сказав ни слова, Хань Ли присоединился к ним и выпустил из веера трехцветную пламенную птицу, которая атаковала поверхность стены. Вскоре появилась новая пламенная звезда пламени с мерцающими в ней талисманными иероглифами. Затем с серией оглушительных взрывов стена, наконец, начала деформироваться. Под их последовательными атаками стена сильно согнулась, но на ней по-прежнему не было признаков разрушения. Лицо Хань Ли стало мрачным, и он быстро выпил каплю духовного молока, пополняя свою магическую силу, а затем продолжил атаку. Но в этот момент желтая полоска пролетела и прилипла к стене, исчезнув, показывая желтый талисман. Внезапно слой желтой энергии покрыл всю стену. Еще один шар ослепительного золотого света ударил, как падающая звезда. Странный зверь, окутанный бушующим золотым пламенем, принял форму световой полоски. Земля затряслась, и стена треснула надвое, сверкая лучами света снаружи. Хань Ли был приятно удивлен и, недолго думая, двинулся в дыру, и его человеческая марионетка последовала его примеру. Его окружение загорелось, и он оказался в знакомом просторном зале. Несколько полос света последовали за ним и сделали круг в воздухе один раз, а затем остановились. Это были Лин Ниньпин, Тру Псюн и Сян Чжили. Большой зал был 7-м этажом пагоды подавления демона. Хань Ли с удивлением посмотрел на Сян Чжили, тот просто усмехнулся Хань Ли и больше ничего не сказал. Но в этот момент вылетела и масса золотого света, которая ранее ударила стену. Это была Лин Лун, державшая пластину звездного отражения в руке. Сян Чжили открыл рот и снова закрыл его. Он снова попытался собрать слова в кучу, но у него ничего не вышло. Дыра в стене быстро уменьшилась и исчезла в мгновение ока. Затем люди в зале осторожно переглянулись между собой, удушающая тишина заполнила пустое пространство. Лин Лун взглянула на Хань Ли и Сян Чжили, нарушив молчание фырканьем. «Как долго мы будем оставаться здесь? Как только этот демон поглотит достаточно демонической ци, мы умрем». Сян Чжили, немного поколебавшись, спросил: «Вы старшая Лун Мэн?» В прошлом он был запечатан объединенной душой Лун Мэн и Юань Ча. Женщина перед ним произвела на него впечатление, отличное от предыдущего. «Ты знаешь совсем мало. Разве 3 мастера Куню не оставили объяснения?» «Это так называемая Лун Мэн была лишь частью моего существа», прямо ответила Лин Лун. От такого мутного объяснения Сян Чжили моргнул несколько раз в замешательстве. Лин Лун нахмурилась и послала ему передачу голоса. От этой передачи он был совершенно в шоке. С блеском осознания в его глазах он еще раз взглянул на нее, используя свое духовное чутье, чтобы подтвердить, что в женщине не было демонической ци. Выражение его лица смягчилось, и он поспешно поклонился, сказав: «Приветствую, императорская наложница Лин Лун. 3 мастера оставили мне некоторую информацию относительно вашего заключения. Они были вынуждены держать вас здесь, так как часть вашей души слилась с этой демонической душой. Они не смели освободить вас». Лун Мэн сказала холодным тоном: оставим это, пока я не вернусь в царство духов. Тебе лучше сосредоточиться на том, как мы будем контролировать ситуацию. Как только мое тело погрузится в совершенную демоническую ци через 3 дня, оно станет полностью оскверненным. Когда придет это время, демон восстановит свои способности, и она создаст новую армию, как только покинет это место. Это будет вопросом времени, когда весь мир смертных снова будет охвачен войной. Сян Чжили пожал плечами и криво улыбнулся. «Я немного знаю о том, насколько страшна настоящая демоническая ци. Боюсь, что когда демон восстановит свою первоначальную силу, не останется никого, кто мог бы ее остановить. 9-й этаж пагоды сейчас окутан демонической ци, а это значит, что демон сможет легко избежать от нас, когда восстановит свою силу. Может, сейчас нам лучше отступить? Из талисманов Разрушителя миров, которые я взял в своей секте, у меня осталось только 2. Услышав это, Лин Лун задумалась. Лин Иньпин невольно спросила: «Хочешь сказать, что мы не сможем снова запечатать демоническую ци?» Сян Чжили покачал головой и вздохнул. «Если бы все было так просто. Оригинальная печать сломана, и демон уничтожил талисман призыва дракона, когда мы уходили. Если бы у нас был этот талисман, мы бы смогли активировать резервную формацию заклинаний и подавить демона, но теперь...» В зале снова воцарилась тишина. Затем Хан Ли спокойно сказал: «Поскольку в резервная формация заклинаний, то в своей огромной мудрости древние культиваторы должны были подготовить запасной магический инструмент, чтобы контролировать ее. Глава 1070. Обратный духовный поток. Сян Чжили удивленно замер, а затем покачал головой и сказал: «Действительно.
Раз есть запасная формация заклинаний, древние культиваторы должны были подготовить альтернативные средства для контроля над ней, но местонахождение магического инструмента неизвестно. Говорят, что он спрятан в непримечательном месте на горе. Только один из потомков мастеров Куню узнал о его местонахождении. Однако эти потомки давно скрывают свою настоящую личность. Что нам делать? Лин Лун сказала мрачным тоном, эти старые чудаки были слишком осторожны. Услышав это, на лицах Лин Импин и трупа Сюна появилось беспокойство. Хань Ли нахмурился и спросил, был ли этот инструмент также стилизован под царскую печать. Нет, он назывался небесно-кристаллической стелой, небрежно ответил Сян Чжили, с его помощью мы сможем использовать запасную формацию заклинаний. Хань Ли изменился в лице и, к своему удивлению, вспомнил плиту, которую он приобрел у горных ворот. Разве не это название было написано на ней? Взгляд Лин Лун небрежно коснулся и его, когда это было сказано. Хан Ли почувствовал, как у него дрогнуло сердце. Поскольку уже ничего не поделаешь, давайте сначала попробуем покинуть гору. Демон не сможет сбежать отсюда за несколько дней. Давайте воспользуемся этой возможностью, чтобы собрать тех, кто находится возле Наньсяна, и разместим большую формацию, чтобы на некоторое время снова запечатать гору. После этого я соберу здесь все секты Великого Цзиня. Хотя демон будет очень могущественным с демонической ци, когда на него нападают объединенные силы культиваторов, он не сможет нам противостоять. Что касается истинной демонической ци, мы можем превратить окружающие тысячи километров в запретную зону, пока мы не придумаем способ ее сдерживания. С опытом Сина Чжили ему потребовалось лишь мгновение, чтобы придумать план действий. Труп Сюн глубоко вздохнул и вежливо ответил, слова господина Даосиста Сина вполне разумны. Я вернусь в долину тысячи демонов и доложу лорду долины. Этот вопрос касается не только людей. Ой. Если ваша долина начнет действовать, наши шансы на победу будут намного выше. Я давно слышал о мощи господина Даосиста Чо. Жаль, что у меня никогда не было возможности приветствовать его, потому что он всегда оставался в уединении. С улыбкой сказал Сян Чжили. Труп Сюн сухо усмехнулся и перевел взгляд. Он почтительно поклонился Лин Лун и сказал, «Имперская наложница, наш повелитель долины сказал, что он ваш знакомый». Он, сказав это, остальную часть фразы он передал ей через передачу голоса. Спокойное выражение лица Лин Лун дрогнуло, а на лице появилось удивление. «Это он. Интересно, откуда он знал, что это я была запечатана здесь?» Пробормотала Лин Лун, размышляя над этим, с усталым и измученным выражением лица. Труп Сюн искренне сказал, «Поскольку императорская наложница уже знает личность нашего лорда долины, не лучше ли вам остаться с нами в долине тысячи демонов на некоторое время? С бесчисленным количеством демонов и их разновидностей мы сможем выбрать подходящее тело для вас. Мне не интересно покидать гору Куню. Через минуту я вернусь на 9-й этаж». Те, кто находился в комнате, подумали, что им это показалось. Императорская наложница хочет вернуться внутрь. «Как это может быть?» — закричал Труп Сюн. «Верно, но я буду не одна», — она указала на Хань Ли и сказала, «Он будет сопровождать меня». Божественная дьявольская молния этого человека кажется очень полезной. На лице Хань Ли мелькнуло удивление, но он тут же пришел в норму. Сян Чжили бросил на Хань Ли странный взгляд и невольно спросил, «Старшая Лин Лун, вы шутите? Почему вы хотите сделать нечто столь опасное?» «Мы отличаемся», — холодно сказала Лин Лун. «Я изначально пришла из мира духов в своем истинном теле. Даже если моя культивация вернется на позднюю стадию божественной трансформации, я не смогу вернуться в мир духов, пока не получу свое истинное тело. Как только это будет сделано, я вернусь через обратный духовный поток. На этот раз я подготовлюсь к использованию врожденных способностей волков Серебряной Луны. Полагаясь на это, у меня есть 50% вероятности, что я верну себе тело. Это, пожалуйста, пересмотрите свое решение». Труп Сюн изменился в лице. Сян Чжили также выступил против этого. Лин Лун просто убрала волосы с лица и ухмыльнулась. «Я знаю, что вы хотели, чтобы я рассказала вам о местонахождении обратного духовного потока. Вы боитесь, что упустите свой шанс, если я войду». Услышав это, Труп Сюн выглядел смущенным, но Сян Чжили ничуть не изменился в лице, отрицая свое требование. Лин Лун небрежно заявила, «Хватит». Хотя есть много людей и демонов, которые спустились в этот мир, вероятно, никто из них не знает подробностей об обратном духовном потоке. Даже в мире духов это не то, чего может коснуться обычная культивация. Эти обратные духовные потоки не имеют определенного положения или существования. Глаза Хань Ли мелькнули, словно он обращал внимание на то, что происходило перед ним.
Однако его духовное чутье было сосредоточено на небесно-кристаллической стеле в его сумке для хранения. Боковое зрение Лин Иньпин было полностью сосредоточено на их разговоре об обратном духовном потоке. Что вы имеете в виду, говоря, что они не имеют постоянного существования? Тихо спросил Сян Чжили с серьезным выражением лица. Все просто. Обратные духовные потоки — это временные переходы, которые мы создали, используя силу неба и земли. Проход, который привел нас сюда, давно прекратил свое существование, холодно сказала Лин Лун. Невозможно. Быстро закричал Тру Псюн. Я ясно видел людей, которые возвращались в мир духов после войны. Как они могли сделать это без обратных духовных потоков? Лин Лун равнодушно сказала: ты забываешь, что древние культиваторы мира смертных связывались с миром духов для помощи во время вторжения высших демонов. Область шепчущего ладана. Сян Чжили нахмурился. Да, когда эти люди возвращались, они зажгли ладан, чтобы сообщить миру духов, чтобы те открыли им проход. Даже если бы тебе каким-то образом удастся овладеть ритуалом, разве ты знаешь кого-нибудь в мире духов, готового открыть проход? Огромное количество высших духовных камней используется для создания обратного духовного потока. Даже если люди и демоны объединятся, это будет невыполнимой задачей. Слова Лин Лун разбили последние надежды Тру Псюна. Но как же ваше императорское высочество намеревается вернуться в мир духов? Спокойно спросил Сян Чжили. Я наложница волчьего монарха Тянь Куй и высшая принцесса волков Серебряной Луны. Наши обстоятельства сильно отличаются. Мое тело и духовное чутье имеют печать пластины звездного отражения. Когда я верну свое тело, я смогу активировать силу печати. Старейшина в моем клане разместил формацию, которая активируется силой пластины звездного отражения даже через миры. Это бы принудительно открыло небольшой обратный духовный поток, чтобы забрать меня обратно. Проход будет только для меня одной. Если другие попытаются войти в него без печати, их тела будут немедленно уничтожены пространственными искажениями прохода. Если бы не внезапное обладание фрагментом души Юаньча и разделение моей души, я бы давно вернулся в мир духов, горячо сказала Лин Лун. Тру Псюн посмотрел на пластину в руке Лин Лун и с недоумением сказал: печать. Пластина звездного отражения в вашей руке не является ее истинным телом. Я подозревал, что это легендарное сокровище было слишком слабым. Улыбка Сян Чжили угасла, а выражение его лица стало мрачным. Его надежды, которые он лелеял несколько сотен лет, были полностью разрушены. В этот момент Хань Ли стал бдительным и украдкой сделал несколько шагов назад. Он чувствовал, что скоро может произойти нечто странное. Тру Псюн вздохнул и спросил с отчаянным тоном: неужели, если человек не достиг поздней стадии божественной трансформации, нет других способов вознесения? Лин Лун увидела его взгляд и улыбнулась, сказав мягким голосом: конечно, нет. Помимо обратных духовных потоков, есть только один другой метод, но он возможен только в теории. Немногие когда-либо преуспели с этим методом, поскольку подавляющее большинство умерло в процессе. Ты хочешь это услышать? При виде этого Хань Ли почувствовал, что у него пересохло во рту, и он сразу испугался и использовал технику великого развития, чтобы стабилизировать свой потрясенный ум. «Конечно, я хочу это услышать», — поспешно ответил Сян Чжили. «Даже если есть опасность, я бы предпочел рискнуть, чем ждать своей смерти». Тру Псюн неоднократно кивнул головой. «Я могу сказать вам, но всему есть цена. Мне нужно, чтобы вы двое одолжили мне кое-что, чтобы помочь мне восстановить свое тело». На лице Лин Лун появилось хитрое выражение. «Одолжить вам кое-что». Сян Чжили и Тру Псюн были ошеломлены. «Верно», — пробормотала Лин Лун, копию дьявольского драконьего клинка и 2 талисмана разрушителя миров Даосиста Сина.